Приветствую вас на канале. Сегодня покажу вам подборку из 7 советских салатов из моего старого блокнота. Я готовила их много лет подряд. И самое удивительное, что эти рецепты остаются актуальными и сегодня. Простые продукты, знакомые вкусы, и каждый салат по-своему праздничный. Если ищете идеи к Новому году, здесь только те, что всегда работают. Салат Потсдам. Это салат из меню одноименного советского культового ресторана немецкой кухни в городе Минске. Все буду резать соломкой, а лук режу полукольцами. Морковь режу соломкой, стараюсь как можно тоньше. Далее я буду отдельно обжаривать лук и отдельно обжаривать морковь. Овощи обжариваю на небольшом количестве растительного масла до небольшой хрусткости, чтобы они не теряли свою форму и не превращались в кашу. Пока морковь и лук остывают, я режу огурец мелкой тоненькой соломкой. Язык кладу в кипящую воду, добавляю лук, морковь, перец горошком и 2 бутончика гвоздики. Варю в течение 1 часа. За 15 минут до готовности добавляю соль. Далее чищу язык под холодной водой и отправляю его назад в бульон. Там он будет остывать, так язык не теряет своей сочности и не обветривается. Далее, точно так же, как и предыдущие ингредиенты, буду резать его тонкой соломкой. Все ингредиенты подготовлены. Осталось их объединить. Добавляю в салатник язык, огурец, морковь и лук. Далее добавляю 2 столовые ложки с горкой майонеза. Перемешаю, и салат должен настояться в течение 1 часа. Ингредиенты обменяются своими вкусами, а также салат охладится в холодильнике. Можно оставить салат в салатнике, а можно выложить его в кольцо. Так он будет выглядеть более эффектно на праздничном столе. Осталось украсить зеленью петрушки, и советский салат Потсдам готов. Если вы еще не готовили такой салатик, от всей души рекомендую. Салат с черносливом исчезал со стола первым даже в наши дни. Отваренное мясо свинины я порезала поперек на тонкие ломтики, после чего каждый порезала на более мелкие кусочки. Разделила на 2 части. У меня сегодня плоский чернослив, поэтому делю его на 2 половинки. Также разделила на 2 части. Свеклу потерла на крупную терку, грецкие орехи обжарила и измельчила. Все подготовлено. На дно сервировочного кольца диаметром 16 см выложила майонез, а далее выкладываю мясо. Следующий слой распределяю чернослив. Далее на чернослив выкладываю грецкие орехи. В оригинальном рецепте их не было. Далее идет свекла. Распределяю. И далее выкладываю майонез. Далее все то же самое делаю со второй частью. Выкладываю мясо, далее выкладываю и распределяю чернослив, орехи,
свекла и майонез. Далее убираю в холодильник на 1 час. Через час достаю салат из холодильника и снимаю сервировочное кольцо. Салат готов. Салат из скумбрии, бюджетный хит 80-х, удивляет до сих пор. Лук порезать полукольцами, и сейчас его необходимо замариновать. Для этого я добавляю 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку сахара и 2 чайных ложки яблочного уксуса. Далее заливаю кипятком и оставляю на 15 минут. Натереть на крупной терке картофель. Картофеля берем немного, так, чтобы он покрыл только дно салатницы. Далее крупно нарубить яйца. Яйца можно взять 2-3 штучки. Далее берем маринованные огурчики. Тоже 2-3 штуки. Они очень хорошо сочетаются с рыбкой. Мелко их режем. И, наконец, скумбрия. Взять скумбрию атлантическую, натуральную, с добавлением масла. Рыбу мелко растираем. Далее я беру кольцо диаметром 20 сантиметров и первый слой выкладываю картофель. Далее его необходимо посолить, поперчить, добавить майонез, совсем небольшое количество. Второй слой идет рыба. Все аккуратно разравниваем и добавляем маринованный лук. Точно так же аккуратно все разравниваем. И далее добавляем майонез. Следующий слой добавляем маринованные огурчики. На огурцы идут яйца. Яйца тоже можно немного посолить и поперчить. И добавляем последний раз майонез. Придаем форму. И заключительный слой плавленый сырок. Я его предварительно слегка заморозила. Натираем на верхний слой салата. Достаем кольцо, слегка его прокручивая. Вот такой красавец получился. Самый популярный новогодний салат оливье в тарталетках. Приготовим тарталетки. Как я готовлю тесто, я рассказывала в видео. Тарталетки больше не покупаю. Там я готовила в силиконовых формочках. Сегодня я использую металлические, которые предварительно смазала подсолнечным маслом. Тесто я разделила на 12 равных частей. Раскатываю каждую часть и вкладываю вовнутрь формочки. Далее распределяю равномерно, прохожусь по бокам. Выпекать тарталетки при температуре 200 градусов 15 минут на среднем уровне. Картофель и морковь я предварительно запекла в духовке. Далее при помощи овощерезки я режу овощи на мелкий кубик. Далее аналогичным способом измельчаю яйца. Маринованные огурцы режу мелким кубиком. Добавляю к другим ингредиентам. Отваренную свинину я также режу мелким кубиком. Добавляю к остальным ингредиентам. Далее добавляю консервированный горошек. Режу зеленый лук. Вместо него можно использовать репчатый. Добавляю, перемешиваю. Часть салата перекладываю в салатницу.
и заправляю майонезом. Перемешиваю. Добавим соль и специи по вкусу. Желательно дать салату настояться в течение 30 минут. Начинаем заполнять тарталетки. Украсим тарталетки зеленью петрушки. Салат оливье в тарталетках готов. Это не только очень вкусно, но и эффектная новогодняя подача. Яичный с яблоком. Простой, свежий и абсолютно современный. Яйца крупно порубить. Лук мелко нарезать кубиком. Сыр потереть на крупной терке. Яблоко предварительно очистить и также потереть на крупной терке. Яйца кладу в кольцо диаметром 20 сантиметров. Сверху выкладываю майонез, посолить, поперчить или добавить свои любимые специи. Все это перемешать и разровнять. Следующий слой идет лук, который я предварительно 2-3 минуты подержала в кипятке. Следующий слой это сыр. У меня здесь голландский сыр. Ну и последний слой выкладываем яблоки. Желательно добавлять кисло-сладкие сорта Антоновка. Добавляем майонез, разравниваем и аккуратно достаем кольцо. Ну а сейчас будет украшение. Выкладываю предварительно обжаренные грецкие орехи. Орехи можно добавить зелень. Вот такой красивый салатик у нас получился. Салат с кальмарами. Советская скорость. Сегодня wellness-версия. Тушки кальмаров необходимо очистить от пленки и внутренности, отварить. Опускаются они в кипящую подсоленную воду. Я добавляю перец горошком и лавровый лист и кипятятся в течение 3 минут. Готовое мясо пропустить через мясорубку или мелко порубить. Я использовала измельчитель. Далее подготовленное мясо выкладываем на дно салатницы. Морковь трем на крупной терке. Далее добавляем 2-3 зубчика чеснока. Выдавливаем через пресс. После чеснока я буду добавлять соль и специи. У меня это букет перцев и кориандр. Добавляем майонез. Вот такой прекрасный салат у нас получился. Дочка, попробовав, назвала его невероятным шедевралисом. Винегрет с опятами. Вкус детства, который именно так подают и сейчас. Перед тем, как воспользоваться овощерезкой, я режу овощи поперек. И стараюсь брать их такого размера, чтобы они по диаметру были чуть меньше, чем диаметр овощерезки. Друзья, благодарю всех за просмотр, а также хочу попросить подписываться на мой канал, ставить лайки, если видео вам понравилось, писать комментарии и делиться моими видео со своими друзьями. Заранее большое вам спасибо. Овощи подготовлены, а мы продолжаем. Свеклу я порезала отдельно. Сейчас я добавлю к ней немного подсолнечного масла, чтобы в дальнейшем свекла не окрасила остальные ингредиенты. Далее я режу маринованные огурчики и стараюсь, чтобы они были порезаны на такие же небольшие ровные кубики. Зеленый лук также мелко режу. Добавляю его к остальным ингредиентам. Далее идет консервированный горошек. Далее маринованные опята. И добавляю свеклу.
Добавляю соль и перец. Все аккуратно перемешиваю. Добавляю еще небольшое количество подсолнечного масла. Перекладываю подготовленный винегрет в сервировочное кольцо. Разравниваю его. Снимаю кольцо, прокручивая при этом. Далее украшаю веточками укропа. Можно использовать петрушку. И вишенка на торте, на винегрете, это маринованные опята. Вот такой красивый, полезный и обожаемый в нашей семье винегрет получился. Попробуйте приготовить, порадовать своих близких и, конечно же, гостей. На сегодня все. В следующем видео горячее блюдо к Новому году. Спасибо, что были со мной. Желаю вам всего наилучшего и, конечно же, увидимся!